В особняке успешного бизнесмена Эндрю жизнь казалась безупречной. Высокие потолки, мраморные лестницы и блеск люстр создавали впечатление роскоши и гармонии. Но за этой внешней красотой скрывалась пустота и холод. Главной жертвой обстоятельств стала его мать, Эллен. Добрая, мудрая женщина. Она была слабой и уязвимой из-за возраста и болезней. В последние месяцы Эллен почти все время проводила в своем кабинете, сидя в старом кресле у окна, мечтая о спокойной старости рядом с сыном. Ее надежды рухнули, когда в дом вошла новая жена Эндрю, Кристина. Кристина умела очаровывать гостей, говорить правильные слова о семейных ценностях, но за закрытыми дверями проявляла жестокость. Она не считала Эллен родственницей, а видела в ней помеху для своей власти. Сначала ее унижения были мелкими: запреты сидеть в гостиной, холодные замечания, запрет на книги и фотографии. Постепенно требования становились жестче. Еду можно было брать только с разрешения Кристины, и каждая мелочь контролировалась. Слуги наблюдали, но боялись вмешиваться. Единственной, кто не мог оставаться равнодушной, была молодая помощница дома, Мэри. Выросшая в простой семье, она понимала цену доброте и состраданию. Мэри тихо помогала Эллен, приносила чай, выводила ее в сад, стараясь хоть немного облегчить страдания женщины. Но Кристина становилась все жестче и наглее. Кульминацией стала ситуация, когда Кристина обвинила Эллен в случайно разлитом чае и толкнула ее. Мэри поняла, что молчать больше нельзя. На следующее утро атмосфера в доме была напряженной. Кристина устраивала новые придирки, а Эллен тихо сидела в углу, пытаясь быть незаметной. Мэри больше не могла оставаться в стороне. Она встала между женщинами, защищая мать Эндрю, заявив о неправомерности действий жены хозяина дома. Страх сковывал ее, но она не отступила. В этот момент появился Эндрю. Увидев реакцию Мэри и состояние матери, он осознал правду. Жена, которой доверял, превращала жизнь его матери в кошмар. Он решительно поставил точку, лишив Кристину права на власть в доме. Она была вынуждена покинуть особняк, оставив за собой чувство облегчения и свободы. После ухода Кристины в доме воцарился покой. Эллен жила, чаще выходила в сад и проводила время с сыном. А Мэри перестала быть просто помощницей. Эндрю стал доверять ей заботу о матери. Она стала символом человечности и силы духа, доказав, что даже тихий и незаметный человек способен противостоять жестокости. История Мэри распространилась среди слуг и знакомых семьи, вдохновляя других. Для Эллен она навсегда осталась не просто помощницей, а спасителем, подарившим веру в то, что даже в самые тяжелые времена найдется кто-то, кто встанет рядом и скажет твердое «хватит». Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.